Лекция 6. Сила глаз. Взгляд является одним из могущественнейших средств для воздействия на других. Он не только служит для поддержания внимания в разговаривающих с вами лиц и облегчает через это проникнуть вашим внушением, но и сам по себе он представляет силу, которая при правильном применении дает вам возможность внушать свою волю другим. Он привлекает, очаровывает и ослепляет активного участника, представляя вам случай поговорить с его покладистым братом. Взгляд человека, усвоившего закон духовного господства, ее сильнейшее оружие. Он передает сильные мыслительные колебания прямо мозгу другого и к тому же кратчайшим путем. Вероятно, вы слышали уже о силе человеческого взгляда в отношении диких животных и людей, а также, может быть, многие из вас и сами встречали людей, которые как будто пронизывают вас взором, пристальный взгляд которых положительно непереносим. В следующей лекции я предложу вам несколько упражнений, которые помогут вам усвоить так называемый магнетический взгляд, очень важное приобретение для всех изучающих искусство личного влияния. В этом же уроке я предположу, что вы как будто уже обладаете магнетическим взглядом. Должное применение взгляда при беседах с другими лицами позволит вам производить на них влияние, очень близкое к очарованию или гипнотическому внушению. Это есть следствие силы мыслительных колебаний, действующих на незначительном расстоянии при посредстве усвоенного магнетического взгляда. Понятно, вы будете зависеть от обстоятельств каждой части случая, и очень трудно поэтому дать вам общие указания, приложимые ко всем случаям. Настоящие же общие наставления вы должны применять, сообразуясь с условиями каждого возникающего случая. Одно из самых важных требований при начале всякой беседы состоит в том, что вы должны прямо смотреть в глаза другому лицу твердым и упорным магнетическим взглядом. Отнюдь вам следует уставиться на него. Но ваш взгляд должен быть упорен, тверд и выражать сильную волю и сосредоточенность. В продолжение разговора вы, конечно, можете менять направление своего взгляда, но как только вы делаете предложение, подтверждение или требование, или же хотите сильнее повлиять на него, вы должны направить твердый, решительный магнетический взгляд на него, смотря прямо ему в глаза. Это в высшей степени важно и пренебрегать этим не следует. Говоря о деле, имейте серьезное определенное выражение лица и манеры и поддерживайте внимание в вашем собеседнике. Когда вам бывает нужно выразить свое требование, сделайте это в ясной, определенной, серьезной форме, не сводя с него своих глаз и выражая ими в то же время желание, чтобы он сделал так, как вы говорите. Всеми средствами помешайте ему в эту минуту отвернуться от вас. Во всяком случае удерживайте его внимание. Если вы захватите все внимание активного брата, ему будет слишком уж затруднительно следить за своим пассивным братом, и этот последний приблизится и послушает, что вы говорите. Если же собеседник станет избегать вашего взгляда, то вы снова можете привлечь его внимание, смотря также в сторону, но однако, наблюдая за ним углами ваших глаз, и как скоро он заметит, что вы смотрите в другую сторону, он захочет и на вас бросить взгляд. Вы должны подкараулить этот вороватый взгляд, и в тот момент, когда вы заметите, что он обращает свои глаза на ваше лицо, вам следует немедленно же повернуть и свои глаза, направляя быстрый, острый, решительный взгляд на него и выдерживая его взор усилием вашей воли. Это как раз наилучший момент для вас нанести ему верный удар. Вы захватываете его в невыгодном положении, и здесь является удобный психологический момент для решительного внушения. Если же вы не сможете заставить его посмотреть на вас указанным образом, то очень хорошо будет иметь что-нибудь под рукой, чтобы показать ему образчик, рисунок или какой-нибудь предмет, относящийся к вашему делу. Вы заметите, что, посмотревши на показанный ему предмет, он невольно вскинет и на вас глазами. Он может сделать это в любой момент, но вы должны всегда быть наготове направить на него твердый магнетический взгляд с решительным внушением. Если вы в состоянии будете захватить его внимание и смотреть во время разговора прямо на него, то вы безусловно повлияете на него в большей или меньшей степени, если только он сам не знаком с подобным предметом. В последнем случае, конечно, будет очень трудно повлиять на него непосредственным образом, но ввиду исключительности такого случая, так как немногие обладают таким знанием, то вам и нет нужды принимать это в расчет. Может быть, вы заметите, как другой человек начнет чувствовать некоторое влияние, оказываемое вами на него, и ради самозащиты захочет прекратить разговор, то вы не должны позволять ему этого, так как вы уже достигли влияния на него и должны довести его до конца. Не оставляйте его до тех пор, пока не добьетесь того, зачем пришли. В дополнение к этому не лишним будет сказать вам, что вообще для каждого человека очень затруднительно рассуждать и ясно обдумывать что-нибудь, находясь под влиянием магнетического взгляда другого. Поэтому хорошо было бы и вам самим беречься от такого влияния других лиц, знающих означенный секрет. Вы должны сохранять устойчивое духовное положение, раз вы замечаете, что кто-нибудь пытается повлиять на вас, и твердо держаться той мысли, что вы непоколебимы и вне такого влияния. Подобное душевное состояние предохранит вас, но вы, конечно, должны сами применять данные вам наставления для влияния на других и притом в обратном направлении.
Если какой-нибудь человек пытается заинтересовать вас своим предложением, то не позволяйте ему привлекать ваш взгляд непрерывно в течение всего разговора. Вы можете, не показывая вида, что избегаете его взгляда, смотреть в сторону, хотя и преднамеренно, но непринужденным образом. Это даст вам время поразмыслить немного и сохранить свое равновесие. Когда же он сделает вам свое предложение, то посмотрите в сторону, как будто вы тщательно обдумываете каждое сказанное им слово. Но если же все-таки ему удастся сделать вам внезапное внушение или предложение, поймав ваш взгляд, то не отвечайте ему, пока не отведете своих глаз на минуту в сторону и не восстановите своего духовного равновесия. Затем, когда вашим ответом является «нет», то посмотрите ему прямо в глаза решительно взглядом и скажите свое «нет» твердо и определенно, но, конечно, вежливо. Находясь в сомнении, следует всегда говорить «нет». Особенно будьте настороже в отношении коварного внушения, которое дается в психологический момент, где как раз и находится главная опасность. Пусть ваш собственный активный участник будет всегда наготове, и не позволяйте своему собеседнику сказать хоть одно слово вашему пассивному участнику. Они всегда стремятся переговорить друг с другом, но вы должны наложить на это свое полное запрещение. Человек, который ведет разговор, если только он понимает свое дело, является всегда в разговоре положительным фактором, тогда как слушатель более или менее пассивным. Чем внимательнее и серьезнее он слушает, тем более делается пассивным. Положительное сильнее отрицательного, и поэтому всегда следует стараться избегать восприятия положительных внушений, когда сам находишься в пассивном положении. Вы должны научиться давать внушения в настойчивой, твердой положительной форме. Голос ваш должен показывать, что вы уже ожидаете их исполнения, а ваш ум должен сохранять уверенность, что такая воля непременно будет исполнена. Если вы создадите мысленный образ того, что выражается двумя словами «уверенная настойчивость», то вы будете в состоянии понять и идею, которую я хочу провести, давая вам совет делать внушение надлежащим образом. Лекция о сосредоточенности поможет вам много в этом отношении. Наш следующий урок посвятится магнетическому взгляду.